Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Мирослав Олешко на связи прямо сейчас. Мирослав, приветствую вас. Приветствую. Мирослав, начать наш разговор я бы хотел с определенной ноты, которая задана Дональдом Трампом. Он в очередной раз говорит, что нужно, чтобы стороны навоевались. Никакой последней капли по поводу томагавков. Он все очень здраво, собственно, рассуждает. Сильный Си, сильный Путин, с ними играть нельзя. Но вот что означает вот это «стороны навоевались»? Как, не знаю, каким-то эхом в голове звучит Милованов, который говорит: как нам повезло с Зеленским. Он не спит, на переговоры не идет, борется, о стране думает. Понимаете? И вот прям историческая, скажем так, фигура вырисовалась. И вот тут возникает главный вопрос. Так, а когда навоюются? И действительно ли вот этот антикриз последних дней, который пошел в отношении самого Зеленского, в отношении вообще происходящего и в отношении очередной временной паузы, условно там 2-3 месяца, а потом посмотрим, что означает для Украины? Знаешь, мне кажется, что Дональд Трамп имеет в виду не навоеваться России и Украине, а навоеваться конкретно Зеленскому и Украине времен Зеленского государства. Потому что у России достаточно ресурсов воевать еще очень долго. Но его же основной контакт идет с Зеленским. И Зеленский считает, что если он еще чуть-чуть повоюет, то все будет лучше. Поэтому, понимая ситуацию всю, которая происходит, он имеет в виду прямо, пусть Зеленский навоюется наконец-то, потеряет еще ряд городов, регионов и кучу людей, снова приползет ко мне просить томагавки, ну а потом мы с ним поговорим. И это ужасно, потому что, знаешь, в 22 году мы реально были сильнее. И и армия была лучше, и не было таких потерь именно профессиональных солдат, потому что сегодня в основном воюют уже мобилизированные. Все, кто имеют в армии связи, там, контрактники, те, кто пошли добровольно, они уже перебрались в основном на хорошие, более безопасные, теплые места. То есть сегодня, по сути, воюет в Украине та армия, которая воевала в России, воевала со стороны России в начале 22 года. Вот такая сегодня армия воюет в Украине. Мы просто поменялись местами с русскими, и в Украине этого даже не хотят понимать. И я вижу, как набирают дальше, уже просто выхватывая людей на улицах, продолжают это делать. И что примечательно, у моего, например, друга, он служит именно под Покровском. И у него недавно мобилизировали ТЦК отца. Так не по закону же вроде. Один человек с семьи должен служить, Плевать, второму нельзя. видишь, плевать. И при том, что человеку больше 50 лет уже. Его все равно выхватили, мобилизировали и отправили сейчас на подготовку. И ничто не помогло. И что примечательно, именно останавливают и мобилизируют людей бедных с маршруток. Вот человека аж этого остановили просто в маршрутке и мобилизировали. Причем человека, который уже более 50 лет. Это такая армия в целом сегодня в Украине. Молодежь не идет. У молодежи есть деньги. Людей на хороших машинах, автомобилях они не останавливают. Потому что у них в основном у всех уже есть бронь или там отсрочка от ТЦК и так далее. И я не виню этих людей. Сегодня каждый человек, имея свои возможности, пытается выжить, и это нормально. Просто власть этим пользуется, Зеленский этим пользуется. Вместо того, чтобы, во-первых, завершить войну, они ее продолжают. Потому что еще остались в стране люди, которые имеют деньги, могут зарабатывать и их можно обналичивать по кругу причем. Потому что я уверен, еще пройдет где-то полгода, и все отсрочки, которые были, их снова аннулируют. Я думаю, ты просто прекрасно помнишь ситуацию 23 года, конца, когда все, у кого были белые билеты, они вдруг перестали быть белыми билетами. И все им сказали на перепроверку на ВЛК снова.
а это значит еще раз заплатить им. И так снова повторится. И мне кажется, понимая всю эту ситуацию в Белом доме, а все-таки в Киеве есть целая агентура «Соросят», там все понимают, куда все идет. И понимают, что раз Зеленский хочет еще повоевать, пусть повоюет. Но это плохо для страны, потому что я не представляю, как мы все-таки выдержим эту зиму. И, к сожалению, чем хуже будет Украине, моей родной стране, тем быстрее пойдет оздоровление, тем быстрее наступит мир и тем быстрее перестанут гибнуть люди. Потому что ситуация зимы 2024 года, когда Россия вообще практически не обстреливала инфраструктуру, дала такой заряд силы и бодрости, я помню, украинской власти. Что все хорошо, мы еще туда продержимся и так далее. Я помню прекрасно зиму 22 года, потому что я находился в Украине. Я помню, как я жил без света целые сутки. И я покупал биотуалет, я там готовился уже более глобально, как житель города. Я понимаю тогда, что всех уже начинало это бесить. Бесить эта ситуация, потому что ты понимаешь, что ты хочешь все-таки жить. Ты не хочешь выживать, ты хочешь жить. Я сегодня нахожусь не в Украине. Я понимаю, что здесь люди живут. Они также само платят такой же уровень налогов, но они живут. Им не нужно думать о том, что с ними произойдет завтра, украдут ли их близких. Им не нужно иметь 20 тысяч долларов на черный день, если их близкого украдут ТЦК. И здесь люди живут. И зима здесь пройдет прекрасно. А в Украине чисто просто издевательство. И это издевательство конкретно потому, что есть ряд людей в Киеве, которые зарабатывают на войне. Потому что война сегодня это чисто бизнес. И война сегодня длится и продолжается чисто из-за денег и власти. Потому что когда Зеленскому, его друзьям, бизнес-партнерам из 95-го квартала принадлежат основные заводы по производству дронов и ракет, это говорит только прямо о том, что им невыгодно останавливать войну. Потому что эти ракеты, дроны и прочая шняга, сделанная в основном из китайских комплектующих, никому не будет нужна потом. Они ее не продадут американцам. Мне вообще смешно, когда Зеленский хочет продать какие-то дроны американцам. У меня вопрос, а из каких комплектующих они сделаны? Там явно есть китайские комплектующие. Ты хочешь Америке продать китайские комплектующие, китайские дроны? Вот я постоянно слушаю это, как он предлагает американцам. У меня вопрос, а из чего эти дроны сделаны? Еще какие микросхемы там, чьи вообще? Камера там стоит. Чья это камера? Китайская? Так американцы же это даже не купят. Это тоже очень забавная ситуация. Но я это вижу как то, что украинцам просто скармливают маленькие победы. Я ж прекрасно помню 22 год. И поначалу даже я там немножко верил уже. Знаешь, потому что ты когда живешь под обстрелами, тебе нужно во что-то верить. Но это я помню прекрасно там кофе в Крыму, там, знаешь, там еще что-то, дойдем до границ 91 года, но у меня это прозрение случилось очень быстро, когда я увидел, что власть не собирается побеждать, что я похоронил друга, то мне звонят знакомые военные, говорят, дай денег на бензин, а тут в Киеве строят дороги, кладут асфальт новый, и я понимаю, что никакой победы не будет. Что просто начали снова деребанить бабки, причем еще больше, чем было до войны. И после этого я понял, что никакой победы не будет, что нужно это все завершать как можно быстрее. Но тогда я еще не знал, что это же скрывалось, что в начале 22 года уже были фактически, мы были в шаге от мирных соглашений, что уже была организована встреча Зеленского и Путина. Я этого всего тогда не знал. Это все скрывали до середины, конца 23 года. А когда я это узнал, на меня накатила огромная злость. И я именно из-за этого ненавижу Зеленского, ненавижу всех, кто хоть как-то защищает Зеленского и имеет к нему отношение. Это моя чистая ненависть, потому что я понимаю, что если бы его решения были совершенно другими, не только тех, кого я знаю, а еще сотни тысяч людей были бы живы. И мы бы завершили войну с намного лучшими результатами.
И сегодня бы просто уже давно бы прошли выборы, и Зеленского не было у власти. А может быть и был. Может быть и был. Но меня удивляет, что он уже сегодня 7-й год при власти. И когда он говорит о том, что он еще хочет, что война может длиться спокойно еще 2-3 года, то есть он хочет реально 10-летний срок просидеть, второй, но неофициально, а потом пойти еще на 5 лет и 15 получить. Ну, это такая история, знаешь, специфическая. Если отматывать назад, мы же можем понять политическую ценность Зеленского. Вот прям политическую ценность. Тут недавно там вспоминали в соцсетях Зеленский 19-25, да? И поехали. Там миллиард деревьев, Голливуд в Украине, украинский Диснейленд, Олимпиада 2028, Великая стройка, большая реставрация, европейские больницы, президентский университет, Украина космическое государство, гигаватт энергии, Вовина 1000, национальный кэшбэк, 3000 ракет, 30 тысяч дронов, 3000 километров для каждого по Укрзалезнице, 5000 гривен для первоклассников и их родителей, медицинские чекапы. Это уже с наметкой на следующий год. Ты еще забыл смартфоны для бабушек. Смартфоны, конечно, для каждого. Смартфоны для бабушек – это феноменально. Найти где-то сотни тысяч китайских смартфонов дешевых за копейки и через тендеры перепродать их с наценкой и заработать еще пару миллиардов. Это, уровень этого афериста, она колоссальная. И такого в мире больше нигде нет. И понятное дело, что сегодня, когда уже наступает зима, люди уже остаются без света, люди уже начинают в Киеве думать о том, что будет все плохо, потому что я читаю там даже публикации таких ультрапатриотов, которые пишут, что хорошо бы, может, поехать в Египет, перезимовать с детьми, потому что там дешево. И публикацию недавно видел. И вот сегодня им толкают уже, вот у нас будут томагавки. Оказалось, что уже томагавков не будет, Трамп уже прямо говорит. Сейчас они что-то новое придумают. Вот недавно было, что мы выпустили 9 успешных ракет по России, этих «Фламиндич». Причем Россия, если бы мы выпустили по ним ракеты «Фламиндич», я думаю, Россия бы об этом все-таки заявила бы. Они бы показали какие-то там остатки этих ракет. Да. То, как мы показываем, и мы видим, когда по нам Россия какими-то ракетами ударяет, мы видим потом, что это за ракеты были, это все публикуется, журналисты туда едут, снимают. Здесь этого нету, есть только слова Зеленского. И вот что будет следующим, не знаю. Вот недавно пообещали, что у нас будет очень много новых истребителей. Только они уточнили, что они, возможно, будут. Еще, через 3 года там, да. Да, примерно. еще вчера я, по-моему, видел новость. Зеленский заявил, что, возможно, то ли Германия, то ли кто-то еще, какая-то страна или Турция, даст нам ППО «Патриот». И я тут читаю вот это заявление Зеленского, и для меня ключевая его фраза «возможно». Возможно. Возможно, даст, возможно, не даст. Но вместе с этим происходит жесткое общественное столкновение с реальностью под Покровском. Буданова отправляют со спецназом. Вот вчера Павлоград прилетело и дымело так, что мама не горюй. Украина бьет по электроподстанциям, в свою очередь, там Саратов, Орел, вот эти города, то есть по энергообъектам. Но ситуацию на земле все заминают и говорят, да нет, успокойтесь, все хорошо. Зеленский свято верит, что Купянску ничего не угрожает. А в Покровске, да, бои, ничего страшного, потому что, в общем, уничтожаются россияне, все хорошо, Буданов все держит на контроле. И кажется, что вот эта тактика день простоять и ночь продержаться немножко смажут весь шок, эффект потери Покровска. Ведь аналитики военные, те, которые плюс-минус вменяемые, понятно, они такие, очень потужные, и тоже в их прогнозах, я имею в виду военных экспертов украинских, тоже там много было потужности, но они четко говорят, ребята, значит, Покровск берут, Покровск падает, Мирноград, там смысла нет вообще находиться. Короче, надо уходить. Бери шинель, пошли домой. Но Зеленский не уходит. Зеленский остается, и нам говорят, что Покровск никто сдавать не будет.
перспективы вот этой потужности в конкретном выражении квадратных километров и линии фронта, как оцениваешь? Я оцениваю это просто повторение истории, как было уже с Авдеевкой, было с Солидаром, было с Бахмутом. И так же самое повторится с Покровском. Зеленский бросит туда все силы, бросит туда лучшие силы. Уже там сейчас воюют действительно лучшие солдаты. Именно солдаты, которые не мобилизированные там не по своей воле. Или мобилизированные, но просто которые решили добровольно уже пойти, чтобы тебя... Потому что если тебя мобилизируют ТЦК, то тебя отправят, ну, точно уж прям на мясо в какие-то непонятные батальоны. И сейчас там воюют именно уже такие ребята. И закончится тем, что многие погибнут, мы все равно потеряем Покровск, а все ради того, что Зеленский не хочет показать сегодня Трампу и всей Европе, что мы потеряли очередной город на Донбассе. И Трамп же логично спросит, ну смотри, ты потерял кучу людей, но мог просто, там, как Россия требовала сдать этот город и закончить войну. Сегодня, на самом деле, в украинской политике, с кем я не общаюсь, именно даже из таких вот лагерей абсолютно разных, именно которые воинствующие, даже все, ну, оппозиционные к Зеленскому, все ждут именно весну и считают, что вот действительно весна следующего года это будет уже новый этап. Но я в это тоже слабо верю, потому что таких уже этапов у нас было много, и мы всегда их ждали, но это ничем не заканчивалось. Мне кажется, возможно, только если будет очень сильное поражение украинских войск. Только тогда. И только тогда, когда уже станет понятно, что Украине нужно снижать мобилизационный возраст. Потому что уже сегодня, ну, хватает уже всех, кого не попадя, со всех уже взяли деньги, уже некого реально мобилизировать. Просто некого. Мне рассказывал человек, у которого отца мобилизировали, что там в ТЦК на этих базах подвалов просто куча, уйма людей, и они сидят по 2, 3, 4 недели там, кормят их ужасно, все голодные, но причина в том, что их просто отправляют в какую-то воинскую часть, туда их привозят в воинской части и говорят, да нам такие не нужны, что нам с ними делать? Их отправляют обратно в ТЦК. То есть уровень ресурса просто на нижайшем уровне. Это в основном больные, старые, хромые, алкоголики, наркоманы, просто уже больные люди или просто очень слабые люди. Вот это реальность сегодняшняя. И эта реальность, она скоро выйдет наружу. Она где-то все-таки взорвется так, что это почувствуют уже именно в Киеве, те, кто сидят в кабинетах. Потому что, знаешь, я смотрю, в Киеве на самом деле жизнь идет своим чередом, все спокойно. То есть, да, там есть обстрелы, да, и это все страшно, да, нет света, но каждый день конференции, концерты, какие-то мероприятия, выставки. Я смотрю, там выставка есть в центре Киева, посвящена там Украине. И туда уже сходила вся элита, все знаменитости, все блогеры просто там улыбаются, там все прекрасно. Ты посмотри, что они сейчас делают. У нас война в стране, они там делят власть в Одессе, они убирают оттуда мэра. Они заняты конкретно дерибаном и зарабатыванием денег. Но все это рано или поздно закончится, потому что страна уже на грани, государство это. А я это государство за последние годы считаю просто недогосударством. Потому что только в недогосударстве нет прав и свобод, и есть только обязанности. Как Зеленского заставить принимать решения, которое ждет украинский народ? Ведь, смотрите, пишут социологи ему вообще какую-то липу, что нация едина как никогда, 60 с лишним процентом. Ну, то есть не раскол, а единство. Через 10 лет обязательно будем в Европе. То есть я так понимаю, что, ну, собственно, генерируется вот этот вот такой opinion, да, то есть мнение вот это общественное, то, которое удобно. И так вот смотришь и прям веришь в то, что вот смотрите, какая краина мечта, страна мечта, мрия просто украинская, она сбывается вокруг войны. И как-то уже, знаете, вот эти все боли, страдания, потери, смерти от мобилизации, смерти на фронте, от прилетов, ну, как-то так вот
более или менее легче переносить. Знаешь, я считаю, что нация не едина, нация запугана. Просто люди очень сильно запуганы, все боятся говорить то, что думают, все боятся говорить то, что думают на работе. И это видно по всем людям. Все играют просто временную роль патриотов. Только это станет не модным. Наконец-то можно будет не проявлять себя в этом, чтобы выжить в этом государстве. Это все сразу уйдет. И это очень обидно, потому что людей превратили в настоящих просто рабов системы. И это те украинцы, которые гордо кричали на Майдане, что мы свободны, мы не такие, как там другие, не такие, как соседи, но оказалось все еще гораздо хуже, потому что проглотили абсолютно все безумство, которое предлагала власть. Закрытие границ, мобилизация, взятки, коррупция и так далее. Будет прозрение когда-то. Когда Зеленский пойдет, будет прозрение. И вот когда будет прозрение и начнется свобода слова, я думаю, тогда уже у Зеленского не будет никаких шансов переизбраться и вообще выжить в этой стране и на этой территории. Приходят страшные вести, ну как страшные, имеется в виду такие сенсационные. Политико пишет о том, что МВФ может прекратить финансовую поддержку Украины, потому что Бельгия отказалась залазить в кубышку российских активов. Значит, в Европе такого сценария опасаются. МВФ рассматривает возможность предоставить 8 миллиардов долларов кредита в течение последующих 3 лет. Размер программы относительно невелик, но ее одобрение сигнализирует инвесторам, что страна финансово жизнеспособна. Ну, вот старая фишка с МВФ. Зачем нам МВФ? Вот если мы с ними сотрудничаем, значит, все нормально. Поэтому и другие, в общем, нормальный сигнал, можно работать со страной. И так нам это впаривали и до войны, и вообще всегда, на протяжении всей истории Украины. Европейские источники говорят, что конфискация активов России убедит МВФ в финансовой жизнеспособности, поэтому такое условие они выдвигают. И если, условно, в российские активы не полезть, то МВФ может вообще взять и свернуть свою программу, что катастрофические риски для экономики или то, что называется экономикой в Украине, несет. Зеленскому могут просто отказать в деньгах, и так он будет заговорчивее? Могут, но они этими кредитами берут нас на постоянный крючок все больше и больше. И любой кредит МВФ ведет за собой повышение ряда тарифов на газ, на свет и так далее. И это очень невыгодно Зеленскому, потому что спрашивать общество, которое ему сегодня до сих пор доверяет, будет именно с Зеленского, а не с МВФ. Все идет к катастрофе. Катастрофа будет. У нас нет денег. Мы страна, которая не способна себя даже прокормить. И без денег от кого-то, без средств мы не способны выжить. Мы не способны даже платить зарплаты. Если в Европе просто поменяется власть, как это произошло в США, все рухнет в один миг. В один миг. Я до сих пор, знаешь, я смотрю, как люди в Европе, на Западе платят налоги, как они стараются, как они работают. И если бы я был гражданином европейской страны, у меня бы вызывало огромную ненависть, что мое государство платит кучу денег и спонсирует какое-то другое государство, даже не члена Евросоюза. У меня бы это вызывало ненависть, честно говоря. Но в Европе идет также такая сильная же пропаганда, которая не позволяет людям об этом сегодня задумываться. Европу готовят к войне? Я не думаю. Возможно, восточную, да. Восточную, да. А если западную Европу, что ей угрожает? Ничего. Мне кажется, Европу не готовят к войне. Я думаю, это просто лозунги для того, чтобы на оборонном бизнесе заработать денег, а политикам, которые сегодня у власти, удержаться у власти. Показать, что мы готовы защитить нашу страну. Мы готовы защитить наши европейские страны. Вы только вот тех не выбираете, там правых, этих пророссийских и так дальше. Потому что будет война.
Это просто удержание, попытка удержаться у власти, удержать рейтинги и заработать на перевооружении. Это огромные деньги, это единственная причина. Я думаю, в реальную войну мало кто верит. Это все только лозунги. Конечно, к войне готовиться надо, потому что если ты не будешь готовиться к войне, она точно будет. Потому что если ты будешь слабым государством, на тебя кто-то захочет напасть. И не обязательно Россия. Ну, как мы видим, Америка тоже способна совершить там нападение там, и забрать Гренландию, если потребуется. Ну, пока там все в Венесуэле, считанные дни остались. Мадуро, говорит Трамп. Ну, достаточно выглядит это все равно все, скажем, ну, так, нелицеприятно для гегемона, который говорит, что у нас самая большая страна, самое большое ядерное вооружение, самое лучшее, все самые классные, они там мнутся вокруг Венесуэлы в территориальных водах, возле Пуэрто-Рико перекрывают, ну, делают бесполетную зону. И все говорят о том, что вот что-то будет, что-то вот сейчас нападет, сейчас свергнут Мадуро, сейчас вот эта вот наземная операция, сейчас. А ведь это на самом деле очень плохо для Украины. Ну, так, если разобраться. Ну, это означает, что Трамп отдает, говорит, давайте воюйте, занимайтесь. Я тут в сторонке, у меня там свои дела. Свои дела это что? Венесуэла. Ну и, конечно, это будет такая война, если она случится. Да? Потому что Трамп как бы опровергает, но все готовятся, и все об этом говорят. Ну, это будет абсолютно как бы шаг, который отбросит Украину вообще на задворки. Она и сейчас как бы не на первых ролях в мире происходит. Все говорят по инерции о Зеленском, об окончании войны, о каких-то переговорах. А с еще одной вспышкой, ну, простите, Покровск, Константиновка, Мирноград, Купянск. Вообще будет все равно всем. Потому что будет условная война США и Венесуэлы. Мне кажется, что операция с Мадуро, она может действительно произойти. Просто они сегодня пугают. Те немного расслабятся, а потом операция может все-таки произойти. Ну, то есть, они накаляют обстановку, те думают, у Мадуро в команде его, что вот они должны напасть, потом, ой, они не нападают, наверное, это просто пустой базар. И затем операция совершится, когда те уже будут расслаблены. Но я недавно видел на Netflix, вышел прекрасный фильм, называется «Дом из динамита». О том, как в США, в Белом доме, вдруг в Пентагоне узнают, что на них неизвестно откуда, от кого летит ядерная боеголовка на город Чикаго. И сегодня фильм потрясающий на самом деле. Я смотрю, его не поняли абсолютно те, кто вне политики. Я комментарии читал на пиратских сайтах. И вот многим не понравилось, люди не поняли суть. А суть очень простая, потому что у нас постоянно Америка и другие страны говорят, что они готовы, что у них много ядерных ракет, что они готовы всех уничтожить в ответ. А там ситуация разворачивается так, что когда на тебя на самом деле летит ядерная ракета, ты еще и не знаешь, откуда она летит. То есть там показана ситуация, что недружественная страна, это там Россия или Северная Корея или Китай или кто-то еще, или Индия, если они выпустят ядерную боеголовку, то ее можно выпустить, во-первых, из моря, во-вторых, взломать сети американцев, и те не узнают, откуда она конкретно вылетела, в какой именно, вот из какой точки. И ее, во-первых, не удастся сбить. Оказывается, что система сбития ядерных ракет, она просто работает 50 на 50. То есть, как повезет, как монетку подкинешь. А во-вторых, начнутся споры сразу где-то за час. Вот это будет длиться минут 20, все. И будут споры, запускать ли сейчас ракеты в ответ. На кого запускать. И в этой такой, можно сказать, попытки понять, как бы это все происходило в реальности, как это все сделали в фильме, то в Белом доме президенты все поймут, что запускать в ответ ядерное оружие не получится. И там очень хорошая фраза, типа, мы что, должны капитулировать? То есть по нам сейчас ударит ядерная ракета по городу Чикаго, и мы капитулируем и не ответим? И один из советников отвечает президенту, мы либо капитулируем, либо все умрем. Потому что если мы запустим в ответ ядерные ракеты по странам, причем не уверена, какая это была страна, то по нам выпустят еще больше ракет. И
Очень хорошо была показана эта дипломатическая попытка. Там, американцы звонили русским, доказывали, что они не выпустят ракеты в ответ, и они просят от них того же. То есть, по итогу, если по Америке или по России выпустят ядерную ракету, все закончится тем, что все просто стерпят, вытрутся, и на этом все закончится. То есть все вот эти разговоры о том, что все превратится в ядерный пепел, что все друг друга перебьют, это лишь разговоры и понт до того, как это все произойдет, например, на самом деле. И так же самое это все будет и с Украиной. Если по нам выпустят тактическое ядерное оружие, мы не будем в ответ ничем бить. Я просто общаюсь там и с военными, некоторыми мне говорят, там мы переживем и дальше пойдем. Говорю, нет, мы просто утремся, капитулируем, и на этом все закончится. Потому что мы и общество не готово будет к тактическим ядерным ударам по всей территории страны после одного первого удара. И вот я советую всем посмотреть этот фильм на Netflix или на пиратских сайтах «Дом из динамита». Он очень хороший. Он очень хороший, потому что поднимает очень важную тему и показывает вот реальность, а не наши фантазии. Поэтому я не верю ни в какую там Третью мировую войну, что начнется война в Европе и так дальше. Политики в попытках сохранить свои деньги, капиталы и так далее, они не допустят этого. Все разговоры сегодняшние – это только попытка заработать деньги и удержаться у власти за счет лозунгов о войне. Мирослав, рассуждаешь как Кучма. Он недавно выкатил большущее интервью. Частично хочу на нем тоже остановиться. Ну, там тоже рассуждает, говорит, я ракетчик. Ну, он предприятием руководил большим, да, в свое время в Днепре. И говорит, что, ну, в общем, я понимаю, что такое ядерное сдерживание, поэтому не будет, мол, ничего. В общем, понагнетают и успокоятся. Но там же интересны другие посылы. Да, его характеристики, условно, Медведчука, Януковича, да, о том, что с ними случилось. Мол, Янукович классный премьер был, а президент вообще не очень. При Ющенко, собственно, началось вот это вся, скажем так, вот это деление страны. Ну, такие интересные такие пробросы, посылы. Но самое интересное, что он свято верит и убежден, что Зеленский это прям лучшее, что могло случиться с Украиной. Некоторые смотрят и, ну, в общем, видят в этом определенные подтексты. Какого толка? Зеленский сейчас на протяжении своей каденции вот так перечислял вот эти все программы, там, бабушке по смартфону, миллиард деревьев, т.д. и т.п. Он как бы обезжиривает многих олигархов, создавая новых, младоолигархов. Ну, там, перераспределяет потоки. Ситуацию в Одессе, которую ты упоминал, ярчайшее этому подтверждение, прям вот, ну, как по книжке. То есть, конкретно заводят СБУшника, он руководит городом, сажают Труханова на 60 дней под домашний арест, мол, там сиди себе, хотя ты уже не гражданин, но тем не менее, ты виноват в том, что дожди пошли и люди погибли в Одессе. Если поэтому... бы такое происходило в России, Европа бы уже отреагировала. Посмотрите, как центральная власть лезет в местное самоуправление. Конечно, да. И тут же многие, знаете, как бы приводят параллели. Я тут соглашусь. Погодите, так хорошо, Труханов проявил халатность. А что тогда проявил сам Зеленский с этими шашлыками в мае, с вот этими... А он подготовился нормально к войне? Тут к дождю не подготовился. Вот сейчас мусолят его, тягают по судам. А этот подготовился к войне. Ну, тут суть в чем? Вернемся к Кучме. Зеленский прям может открыть роток и на его Кучмы и его семьи росток. И, мол, таким образом, в общем, Кучма напоминает о себе, готовится и как бы вот немножко хеджируют риски, предупреждают вот это поползновение в сторону активов и капиталов. Что ты думаешь по поводу интервью Кучмы? Зачем оно нужно именно сейчас? Является ли он таким преданным поклонником президента, ну или как, президента на продленке сегодня? Я не читал интервью Кучмы, поэтому не могу сильно это комментировать, но Кучма – это сегодня огромный клан. Клан, который один из немногих, которые сегодня выжили в Украине и выживают, и хорошо себя чувствуют, и клан, который именно приобщен к Демпартии США.
Поэтому я очень уж сомневаюсь, что Зеленский будет как-то атаковать сегодня Пинчука и Кучму. Потому что те тесно связаны именно с Демпартией США. И с фондом Сороса, и всей вот этой шушерой. Знаешь, действительно, ты вспомнил ситуацию снова в Одессе, и ну, выше Зеленского никого нет, выше Бога на земле нашей. И когда он решает, что вот мэр в чем-то виноват и мэра нужно убрать, подожди, это решают местные жители. Они выбрали Труханова, проведи там выборы, пусть они выберут еще. Если нет, ну, если сейчас война и нельзя провести выборы, то можно убрать просто мэра, поменять. И возникает логический вопрос, если бы у нас была свободная сегодня страна, оппозиция бы в Верховной Раде и так далее, спросила бы, так подождите, так тогда же президента можно поменять. Ну, мы тоже видим много ошибок, которые он совершает. Нам кажется, что он проявил халатность. И если можно поменять мэра, можно поменять и президента, и поставить ВО. И эта тема сейчас просто до сих пор табуирована. Это то же самое было и с Залужным. Если можно поменять популярного с высочайшим рейтингом в стране и в армии главнокомандующего армии, поменять на какого-то старого алкаша, то, ну, который абсолютно не имеет в армии такой популярности, авторитета и так далее, то так можно сделать и с президентом. Если можно поменять во время войны премьер-министра и менять министров туда-сюда, так можно сделать и с президентом. Но эта тема табуирована. А те, кто ее поднимают, разумеется, сталкиваются, как мы с тобой, с санкциями, уголовными делами и преследованием. И тут еще снова спасибо лицемерной Европе, которая на все это закрывает глаза сегодня. И, кстати, Белый дом, Трамп то же самое. Им словно Зеленский уже становится выгодно. И они имели уже кучу возможностей убрать Зеленского, обрушить его рейтинги и просто даже поднять тему, а почему ты не можешь провести выборы? Так уйди просто. Уйди, поставят другого человека. Ну, куда же он уйдет? Он же памятник, он же лучшее, что могло произойти с Украиной. Да. Поэтому, ну, куда ему можно идти? Вопрос только, все равно вот эти все инициативы, они какие-то вот пропитанные выборами, ну, пропитанные чекапы, 3000 километров на Укрзалезнице. Правда, там не написано, на какой тяге будут ездить поезда, и будут ли они ездить, и вообще, что будет с подстанциями, которые обеспечивают железную дорогу, да и самими железными дорогами. И не отрубят ли, условно, по Днепру, да, вообще любое сообщение и автомобильное ЖД-сообщение, потому что сейчас там очень серьезно расходятся разного рода аналитика по поводу Киевской дамбы, которая создаст в случае подрыва, да, кумулятивный эффект, и это все, собственно, пойдет вся вода из водохранилищ вниз. Ну, и там никакие мосты не выдержат. В общем, там целая прям такая стратегия, кстати, еще из советских времен прописана, что если вдруг чего атакует Запад СССР, то этот каскад дамб, да, он сносится, и создается такая непроходимая зона для того, ну, если вдруг такая наземная угроза будет опять со стороны Европы, это все прописано, просчитано. Но проблема в том, что они действительно могут это сделать. Вот прям могут. Есть даже версия, что Каховскую ГЭС подрывали как раз россияне, чтобы, ну, не создать вот этот вот эффект, потому что там дамба, когда рушится одна за другой, то там будет там такое цунами, что и Крыму достанется, и там даже в Турции на другой стороне ощутят затопление. Ну, вот это единоразовый как бы выброс этой воды. Поэтому сомневаться в том, что власть сегодняшняя способна на какую-то катастрофу, ну, можно, конечно, но вопрос только, что ее может подтолкнуть к созданию той или иной катастрофы. Раз люди, которые там без света в пунктах обогрева, но это уже не аргумент, значит, должен быть следующий аргумент. Аргумент природы. Их подтолкнуть может сугубо вновь-таки желание остаться у власти и остаться при деньгах, при своем бюджете, при бизнесе на вооружении и иных схемах. А еще просто страх потерять все.
Потерять то, что они нажили уже за 6 лет. Они все равно понимают про себя, что, скорее всего, им придется покинуть Украину, что начнутся преследования уголовные. И не просто преследования, это будут именно объективные уголовные дела за совершенные поступки. И им придется окинуть свои нажитые дома, новые виллы, купленные в Украине и на Западной Украине, в Киеве, там, под Киевом. Им придется кинуть свои автомобили. Все автомобили не заберешь. Выезжать придется на одном-двум. Там, на одном ты, на втором жена, на третьем кум и брат. И все это оставлять. И тут еще вопрос в том, а дадут ли выехать. Я думаю, они поднимут все свои связи, которые у них были с пограничниками, и поедут тоже через Тису всеми теми стежками, которыми в последние годы выходили простые бедные люди, которым они стреляли в спины. Я не очень верю, что Россия уничтожит Каховскую ГЭС сегодня, абсолютно. Но то, что Украина провоцирует, не Украина, а конкретно Зеленский это провоцирует, абсолютно понятно. Вот недавно же они там хвастались, что где-то попали по тоже какой-то ГЭС в России. По Белгородской дамбе, да. Да, радости полные штаны были. Я думаю, ну чему вы радуетесь? У нас что, в стране ГЭС тоже нету, да? У России нету ракет ударить по ним? Да, одна ракета не разрушит ГЭС, но могут запустить 20-30 ракет, 50 ракет. Да сколько нужно, столько и запустят. И без света, без всего сидеть будут простые люди. И зимой они будут погибать, будут в холоде. Я надеюсь, у России все-таки хватит человечности и всего этого не совершать, несмотря на войну и несмотря на войну с украинской властью. Потому что самая большая проблема, что страдают простые граждане, не страдают именно украинские власти. Знаешь, ни один дом украинского чиновника не был разрушен за 4 почти уже года войны. Ни один. Ни одна вилла, ни один автомобиль не пострадал. Среди народных депутатов, а их более там 400, все живы-здоровы. Ни у кого не погиб родственник. Все хорошо. Вот все прекрасно просто. О народных депутатах. Сегодня пришла новость, что дело нардепа Шевченко передали в суд. Причем ему грозит пожизненное заключение. Направили обвинительный акт. Там 14,5 миллионов гривен появились на его счету. Он, используя свои связи с Лукашенко, в общем, якобы там какую-то махинацию провернул по удобрениям. В общем, неправомерная выгода. Ну и, понятно, коллаборационизм. Вот это все. Заявления и так далее, и так далее, и так далее. Долго, конечно, передавали дело в суд. Но, в принципе, еще даже очень так сносные сроки. Достаточно, ну, в общем, торопливо это все, скажем, проводится. Но тут возникает другой момент. Судя по действиям власти Зеленского, наверное, все-таки возьмут и приговор выпишут народному депутату. И тут возникает следующий шаг. Ну, нардеп Шевченко, он был такой, который, в общем, никакие обмены он не хотел идти. Ну, то есть, даже с условным приговором гипотетическим, да, мы еще не знаем, что решит суд. Но, а как? То есть, абсолютно политически мотивированная история его преследования. Напомню всем, что проблемы начались у него тогда, когда после победы Трампа он призвал Зеленского к переговорам. Ну, и тогда спустили всех собак. И Ермаку нахамил. Да, и Ермаку тоже. И получается, что в общем, будут торопиться дело завершать. Или еще будут тянуть эту резину, тянуть эту волынку. Что думаешь? Ведь это пример многих дел, которые, ну, за позицию, за мирную позицию заводит Зеленский. Ну, знаешь, я вижу сегодня, что попытка Евгения Шевченко молчать ему не очень помогает. То есть у тебя в тюрьме, получается, есть две позиции. Молчать, и тебе обещают, что все будет хорошо, посидишь немного. Либо постоянно говорить, как это делает Дубинский, находя разные способы для этого. И Евгений Шевченко выбрал молчать. Мы от него не слышали, по сути, ни одного слова за последний, наверное, уже год. И просто молчание. Даже на судах никаких видео, там, обращений он не записывает, хотя имеет возможность.
Мне кажется, ему давно уже пора выходить в публичную плоскость и говорить, иначе обещания СБУшников и прокуроров останутся лишь пустыми обещаниями. Его по итогу все равно посадят, он еще будет сидеть, вот пока эта будет власть находиться у руля. И мне кажется, для него лучший вариант это все-таки начать говорить. Говорить то, что он думает, и то, что происходит. А Потому что это ему не помогает. Вот он молчал год, на него открывают уже новые уголовные дела и угрожают ему пожизненным заключением. Я думаю, по итогу все равно он выйдет довольно скоро, год-полтора, власть пойдет, власть поменяется. Тут вопрос только в другом, какой будет мир и какие будут условия на выборах. Потому что сегодня, если посмотреть, видят себя у руля только партии, которые хотят не завершения войны, они хотят временное перемирие, переговоры, а затем дальше продолжить воевать, взяв под себя все оборонные бюджеты. И это то, что меня лично как гражданина, как просто человека не устраивает. Я хочу, чтобы в моей стране уже был мир, потому что ты не можешь вообще планировать жизнь в государстве, где ты не понимаешь, что будет через год, 2, 5 лет или 10. То есть это будет страна, с которой продолжат просто выезжать дальше все здравомыслящие люди, которые умеют зарабатывать, умеют что-то создавать, умеют своим умом что-то творить. Сегодня, когда IT-сектор, большая часть IT-сектора выехала из Украины, это большой удар. И сегодня еще определенная часть IT-сектора в Украине осталась. Они там получили где-то бронирование, где-то что-то купили или работают на компании, которые там дают взятки власти. Но если они после даже завершения войны увидят, что страна идет вот реальные 90-е, где там начнут убивать, резать, взрывать эти бывшие военные, да, где власть продолжает все равно новая коррупцию, где вот эти все Стерненки, Притулы вдруг пришли к власти, начинают дальше рассказывать о том, что война будет, нужно готовить детей. Но вот какой здравомыслящий человек захочет растить своих детей в стране, где лозунги о том, что к войне нужно готовить со школы? Нет, ну Или растят же. Куда же их девать? Растят детей, отдают. Вот я видел, Нет. я думаю, ты видел тоже эти видео, когда с полигона там военный говорит, смотрите, там вот, а там ребенок стоит и стреляет по мишеням, надо Ну, готовить. поэтому, слушай, поэтому 100 тысяч уже ребят от 18 до 22 выехали из страны. Они бы не выезжали из страны просто потому, что в стране обстрел или мобилизация. Там есть еще и другие понимания. Сегодня все ребята, подростки, 18 лет, они умные ребята. Они понимают, что происходит, и они понимают, где главное, в каком государстве они хотят жить. Это там раньше, до интернета, мы, наверное, бы оставались в Украине бы, там, или в других странах там, и не захотели выезжать. А сегодня, когда границы открыты, мир открыт, мы уже понимаем, что в других странах нас ждет, то и у нас есть когда выбор, мы выбор сделаем там, где нам безопаснее, там, где мы понимаем свое будущее, там, где мы понимаем, что мы будем платить налоги, и у нас будет пенсия. В Украине ты платишь кучу налогов, таких же самых, как в Европе. А я не говорю про ФОП, я говорю конкретно, вот если ты работаешь официально на работе, у тебя там под 30% уже налогов насчитывается с зарплаты. И те же самые налоги ты можешь платить в Польше и иметь на старости стабильную хорошую пенсию и не выживать. Поэтому выбор будет очевиден. Особенно если еще ты понимаешь, что через 5-10 лет эти придурки снова спровоцируют войну в стране, то о чем речь? Ты будешь пытаться выехать. Если у тебя уже не вышло, ты будешь пытаться, чтобы твои дети выехали. Те, что дети в школах учатся, они сегодня в школах доучатся, их родители отправят за границу учиться. Ну, опять-таки, у кого есть такая возможность, такой возможности Смотри, такая нет. возможность есть у тех, у кого, все-таки еще раз говорю, это люди, которые обладают более высоким IQ, имеют более высокую зарплату и понимание, и аналитические какие-то возможности, способности мыслить и думать, что будет с твоим ребенком в будущем. Конечно же, много останутся, потому что, ну, слушай, кто-то же за Зеленского будет дальше голосовать? Будет. Что это за люди? Ну, с очень низким IQ.
Ну, я считаю, просто идиоты, дураки. Я не говорю конкретно за тех, кто прихлебатели, которые хорошо сейчас зарабатывают на войне благодаря режиму. Они, конечно, за Зеленского будут голосовать, и они обладают хорошим IQ и хорошими умственными способностями. Я не про них. Я про обычных людей, которые ничего от этого не имеют, но пойдут голосовать за власть, за Стерненко, за Притулу, не понимая, что не будет, что Украина может быть только нейтральным государством, что мы можем и нам необходимо найти дружественные или хотя бы стабильные, нормальные отношения с Россией, с Белоруссией и другими государствами. Я когда слушаю эту историю, что оказывается там Протасевич, это агент КДБ, и за сколько там дней уже прошло, он даже этого не опроверг. Нет, он это подтвердил. Он говорит, он это подтвердил. Я говорю, да, я подробности говорить вам не могу, но это правда. А все начинают задавать вопросы, погодите, так это рушится вообще весь миф о белорусской оппозиции, нефти, обо всем об этом, то, что было с Лукашенко в 2020 году. И, соответственно, дальше смотришь немного, а подожди, а что это он, его просто слили, получается, если он агент, сейчас он работает на заводе сварщиком, так многое же и про Украину может вскрыться. Так суть в другом, что мы из этого Протасевича поссорились с Белоруссией, мы закрыли с ней авиасообщения, ввели какие-то санкции, а потом мы узнаем, что ради чего ты это, Зеленский, сделал. И я не удивлюсь теперь, что в тюрьме завербовали КДБ этого, как его, господи, зовут, Тихановского, и он вышел уже как завербованный агент. И его задача просто уничтожить рейтинг такой себе белорусской оппозиции. Потому что то, что он творит, человек даже после тюрьмы и всего пережитого... Слушай, я смотрел прекрасно, его не пытали. Его много интервью он давал, его не пытали, над ним не издевались. То есть не было каких-то таких прям моментов, как и в российских тюрьмах есть, да. Там этого не было. Там его заставляли что-то мыть, там чистить пол, да, но над ним не проводили пыток. Ему не били по нижней промежности, там, ему не подключали электроды к соскам. То есть он нормально просидел тюрьму, и вот мы видим, кем он вышел сегодня. И вышел он как будто больше не после пыток, а вышел обработанным. И выполняет именно задачу цирка, то есть все превратить в шапито. И так самое с Протасевичем. И знаешь, то, что сегодня, когда ты смотришь на фоне, ты понимаешь, что Лукашенко что намного адекватнее. С кем лучше говорить, с Лукашенко или с Тихановским? Это ж неадекват. Тихановской. Да, надо говорить. Нет, с Тихановской можно говорить, но с Тихановским-то нельзя, он же все-таки лидер оппозиции, он считает. Исходя из этой логики, с кем говорить в Украине о мире? Вот сейчас такая история. В Украине о мире говорить сегодня не с кем. Я все-таки заметил, и тут есть определенная с нами можно говорить, цепочка логическая. Значит, вот этот Равин, который говорит, 15 января все закончится. Тимошенко, которая говорит о том, что потерпеть, дорогеньки, скоро-скоро, осталось немножко. Кучма, который тоже... Это все примерно, мы видим, географически так совпало. Это один и тот же клан Днепровской мафии. То есть, большой, Днепровской, совершенно разношерстной, в общем, одной географической территории. Днепр потихоньку становится прифронтовым городом. Понятно, что промышленность, активы и достаточно сильная всегда была. Днепровские сильные тоже всегда были. И вот они что-то прознали или что-то делают, получается, в этом направлении. Раз даже через Ребе, через Юлию Владимировну, даже через... звучат такие какие-то сигналы, да? Центральные сигналы. Может, с ними будут и надо, и стоит говорить? Нет, с ними не нужно говорить, потому что все они приобщены к клану Пинчука, Кучмы, в том числе Юлия Тимошенко. Говорить с ней сегодня ни о чем. Можно посмотреть, кто ее сегодня даже окружает в Верховной Раде там, и с кем она общается. Мне кажется, это все мы по кругу будем снова топтаться. Есть много других людей, включая даже нас с тобой.
Я не услышал от Юлии Владимировны поддержки тех, кто сидит в тюрьмах, тех, кого преследует власть, кому закрывают YouTube-каналы, соцсети, против кого вводят санкции. Я считаю, все люди, которые молчали по этому поводу, должны просто уйти и закрыть свой рот навсегда, потому что мы же с них спросим потом, когда они начнут рассказывать: «Боже, як ми боролися проти Зеленського, він такий диктатор був». Подождите, ребята, а против вас уголовные дела завели? Во время Януковича ты, понятно, ты сидела. А что было при Зеленском? При Зеленском, то есть ты даже боялась пикнуть? Потому что Зеленский не Янукович? Поэтому наша задача вообще не прощать никого, кто в условиях уже, когда все очевидно, все видно, когда людей убивают на улице. Вот смотри, за прошлую неделю только известно стало о 2 случаях убийств или избиений в ТЦК. Человека убили просто, и все молчат. Я написал пост у себя, что украинцы, известные певцы, вот эти актеры, блогеры, политики, которые рассказывают и возмущаются о том, как российские исполнители, там какие-то российские музыканты или актеры Ну да, не поддерживают Украину, да, не не, влияют на да, не Путина, да. поддерживают Украину, не заявили публично о том, что они против войны. Вот они такие плохие. Я считаю, вы должны, лицемеры, закрыть свой рот. Потому что вы ни слова не сказали о том, как ваша собственная же армия убивает людей. Вы промолчали. Уже прошла неделя или больше, никто не задержан из этих ТЦК, никто не арестован. Вообще просто забылась эта новость вдруг. И от президента ни слова нет, ни от кого, ни от оппозиции. Просто всем плевать. Да вы лицемеры, вы не имеете права открывать свой рот на русских, что они где-то что-то сказали не так, как вам хотелось. Потому что вы сами просто боягузы и ссыкуны. Вы боягузы и ссыкуны, потому что русские молчат о том, что там какие отношения их действующей власти с другой властью. А вы молчите о том, что ваша собственная армия, потому что вы же называете ТЦК это армией, убивает своих же граждан, свой же народ, нарушая Конституцию и присягу. И никто не наказан. И вы знаете, что это все происходит, потому что это разрешает делать президент Украины, как верховный главнокомандующий. И вы тоже молчите, и наоборот, ходите на интервью его хвалить, рассказывать, какой он молодец, что он не сбежал. И вы это делаете по одной лишь простой причине, чтобы вам разрешали выезд за границу, давать концерты, зарабатывать бабки, и не мобилизировали вас и ваших родственников, там, например, сыночка Кати Осадчей и Горбунова с 1+1. Вы молчите только по этому поводу. Поэтому идите вы все в задницу, ребята. Мы запишем и запомним всех вас, всех, кто молчал. И с каждого спросим. Такой себе есть там известный писатель Сергей Жадан. Типа моральный авторитет. Он талантливый абсолютно поэт, это факт. Но ему до Боба Дилана, до уровня Боба Дилана очень далеко, но он талантливый поэт. Его в Украине очень любят за это. И у меня было к нему какое-то уважение, как к хорошему поэту, да. Но когда я увидел, как он на концерт приглашает петь заступника или советника президента Зеленского из офиса президента, он у него на сцене пел, а потом он начинает защищать строительство вот этого коррупционного военного кладбища, который построен на крови, на болоте. И затем он приглашает себе на комплиментарное интервью эту Стефанишину, нового посла Украины в США. И жалуется ей на то, что вот деньги USAID прекратили поступать. Как это решить, он ее спрашивает. Я думаю, ты гнида. Ты вот просто, знаешь, война показала настоящие лица. Зеленский, на самом деле, ему спасибо, он дал нам возможность увидеть настоящие лица вот этих моральных, культурных авторитетов Украины. Все закрыли рты, ни один ничего не сказал. Единственное, у кого была совесть, на самом деле, я это переосмыслил уже через годы, потому что я раньше находился под тоже пропагандой USAID, я это переосмыслил через годы. Совесть была у Кузьмы Скрябина, и совесть была у Нины Матвиенко. Это вот двое людей, у которых была совесть. Скрябина за это ненавидят до сих пор и проклинают.
Не мое поколение. Все, кому за 40-50 лет, они его просто люто ненавидят. Это прям какая-то очень странная ненависть, потому что мое личное поколение на его музыке выросло, на его музыке танцевало на выпускном. И Нину Матвиенко просто ее ж тогда с говном смешали за то, что она говорила, что это война, элита зарабатывает деньги. Она тогда это сказала еще до Зеленского. И я думаю, она бы это сейчас и повторила. И все. Ее после этого смешали с говном, ее больше никуда не приглашали. И даже когда она умерла, многие ей это припоминали. То есть люди даже не могут через годы проанализировать, что она на самом деле говорила искренне правду, одна из немногих. Она из немногих сказала, что мы тогда действительно убивали друг друга, что нужно было остановиться наконец-то. А, И сегодня мы продолжаем убивать друг друга. Знаешь, раньше воевали и французы с испанцами, у них была просто десятилетние войны, они убивали друг друга, ненавидели. Но сегодня, если мы посмотрим, это дружественные страны, где люди друг к другу ездят, отдыхают, зарабатывают в гости. И я надеюсь, что так будет с Россией и Украиной. Не сейчас, может, не через 5, не через 10 лет, но так будет. И что наши дети уже и наши внуки будут жить в мире, у нас будут открытые границы. Кстати, я до сих пор не понимаю и считаю очень странным, что между Белоруссией, Украиной и Россией были границы вообще, в принципе. Были КПП, то есть уже тогда был Европейский Союз, и не было никаких границ. Ты можешь заезжать спокойно из одной страны в другую, как будто из одной области в другую область переезжаешь. А между Россией, Украиной и Белоруссией и Казахстаном были границы. И в этом, наверное, проблема. В том, что политики за столько лет не смогли сделать действительно что-то то, что вот сделали европейцы. Потому что открытые границы это действительно объединяет. Я когда в первый раз побывал в Европейском Союзе, у меня был шок, что я просто переехал, там, например, границу Австрии там, или там, Франции, Италии. Просто переехал, просто перешел. Ты можешь туда-сюда переходить пешочком. И никого нет, ни полиции, ни пограничников, никого. Просто маленькая табличка, и ты в другой стране. И для меня это был культурный шок. Я до сих пор удивляюсь, почему такого не было между нашими вот, славянскими странами, в том числе и Польша, чтобы была частью этого. Мне кажется, Ну, если бы потому это что на границе зарабатывают. я имею в виду, мы границы друг другу построили вот с 90-х и не хотели их снять. Но именно снять не путем перестраивания границ, там, войны и всего прочего, а просто вот, чтобы люди могли свободно друг к другу ездить, отдыхать, путешествовать, заниматься бизнесом. Так оно должно быть в будущем, когда война закончится. Мирослав Олешко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.